А я нарядилась, иду гулять с подругой. Жилеточку такую себе привезла из Подмосковья. Это, по-моему, тетя дарила. Вот, иду гулять на набережную. 6 ноября я была там последний раз, и вот подруга позвала, иду с ней гулять. Ну что, прогулки возобновились, только в этот раз теперь я иду с подругой гулять. Вот, друга дома нет, Алексея тоже. Мы идем вдвоем. Такие у нас дела. Я за ней приехала. Мы с подругой вышли на набережную. Вот такая здесь волнушечка волнуется. Люди прогуливаются. Зима здесь совершенно не холодная. Я оделась в 4 шкуры. Да. Оделась в 4 шкуры, но мне вообще нормально. Иду с расстегнутой жилеткой. Вот. Гуляющие рядом с нами по внешнему виду русскоговорящие люди. Вот. Русские любят прогулки, как наш друг Ирай сказал. Вот такая здесь классная погода, солнечная, супер. Нет, нормальный вообще человек. Кто тебе разрешил мою шапку брать? А, человек? Кто разрешил? А? Кто разрешил мою шапку брать? Никто. Зачем взял? На моем сиденье лежала моя. Это вообще-то мамина рабочая шапка. Что? Включи турецкий быстренько. Давай, не мамкой. Наша мама тут собирается что-то готовить. Вычищает морковку. Картошку по-корейски. Ой, Картошку. Картошку по-корейски. Картошку Морковку по-корейски тоже по-корейски. есть такая камдича. Да, да. Да. Миша приготовил тут что-то сладенькое. После ужина решил чуть-чуть перекусить. Барни вот такой вот едим. Да. София, если что, это Барни от моей подруги Софии. София, если ты нас смотришь, огромный тебе привет. И спасибо. И спасибо тебе за София нас смотрит подарок. вообще? Да, она сказала, что, скажу по Все 3 секрету, канала. все 3 канала смотрит. Зашел в Мигрос, давно хотел узнать цену вот на эту штуку. 200 лир она стоит, 199. Надо, короче, посмотреть, может и купить такую. В общем, нарезала я морковку. Вот такое количество. Тяжеленный таз. В итоге мне Алексей купил 6,5 килограмма. Я просила 5. 6,5 килограмма купил. Соли мне не хватило, он побежал в магазин. Не знаю, сказал, что какой-то магазин круглосуточно работает. Время без 10:10. И я еще, у меня было пол-вилка капусты, настругала, чтобы заквасить. Хочу квашеную капусту сделать. И, может быть, на Новый год, может быть, сделаю винегрет. Вот. Но соли нет, пока жду. Не солила капусту. И немножко еще соли надо в морковку кинуть. Вот такое у нас сегодня производство. Такие дела. Всем доброе утро. 9:51. Мы с Алексеем герои. Алексей уже яичницу сделал. Да, Миша, мы герои? Миша говорит, впервые за много месяцев, говорит, родители так рано встали. Дети завтракают. Скажут, опять у них пакеты. Опять они, как эти, первобытный строй. Давайте для зрителей быстро все сервировали красиво. Сыр, сало. Зрители, только ради вас пачкаем тарелку для хлеба. Всегда кушаем из пакета. Здесь хлеб больше нету? Да, но я много не буду. Ну еще и яичница. Яичница, да. У нас опять пасмурная погода, но отличное настроение. Мы сегодня едем опять чинить машину. Как мне это надоело. Алексей, будет конец и край? А? Ну, нет машины, нет проблем с чинением. Вообще жесть какая-то. Короче, мы ее уже... сколько она там? 2 недели пробыла? 8-го, да, мы загремели в сервис?
А забрали мы ее 20-го. Ну, почти 2 недели вот она пробыла в сервисе. Огромный ремонт ей сделали. Так она потом вчера опять. Не, нарычала. А сегодня опять? А что сегодня с ней? Нет, там надо датчик АБС проверить и направо. Короче, какая-то жесть. Ее надо проверить. И датчик температуры наружного воздуха. Какая-то жесть. Я устала от этой машины. Я устала. Я надеюсь, что она теперь нам будет служить верой и правдой. Вот ровно столько, сколько она съела нервов, денег и времени, приехав в Турцию. При том, что мы приехали в Турцию не в самую жару. Это, в принципе, погода, ну, как бы знакомая для нее, да? Чего она мозги нам так парит, я не знаю. Ладно, тем не менее, настроение хорошее. Мы сейчас поедем в машинку и еще там что-то подшаманим. Потом поедем на рынок. Вот. А потом что? Утку сможем найти? Потом рецепт надо снимать. В Карфур сходим. Там Карфур есть. Ну да. Сыр вот такой Алексей купил. Ахир. О, 1,5 килограмма. чуть ли не матерное слово русское. 1,5-килограммовый А еще брусок. смотри, если это вот сюда вот поставить, хаир. Хайыр. Ярым яглы тазе тост пейнир. Половина масляный, свежий тостовый сыр. О, видите, какая турчанка уже. Так, масло мне принесли новое. Будем его пробовать. То, которое нам наша подруга Леночка Савина. Леночка Савина. От масла мы не в таком восторге, как ты. Да, Миша? Масло понравилось, которое тетя Лена порекомендовала? Может, это просто партия плохая была. Да, конечно. Купили, короче, новое вот такое, не знаю, сейчас попробую, скажу свое мнение. А то, которое нравится, то, которое более-менее терпимое, до российского масла, которое состоит исключительно из сливок, ему, конечно, далеко, но, к сожалению, более-менее на вкус оно хорошее, но, к сожалению, найти мы его не можем. Надо, наверное, к Ираю обратиться. Он все может На найти. Хепси Борода. А что ты смеешься? На Трендиоле есть продукты. Вот. Если я найду это масло, если мне привезут морозилку, я куплю килограмм 30. Какое 2? 20 я куплю. Что так много? Чтобы надолго хватило, в морозилку кину. Так столько масла не даешь есть. Так мы, когда первый раз обнаружили, что оно вкусное, мы купили сколько? Штук 7 мы купили. Ну вот, прошло сколько? Пару... Я где-то 4 потом покупал. Да. С Да. АСТО-1. Я был в дальнем АСТО-1, и там продавал. Поэтому мы тогда тоже много купили. Ну, конечно, не 20, но много купили. Ну, кончилось, вот теперь страдаем. Нет масла адекватного. Оно все пахнет, я даже не могу передать. Миш, чем пахнет? Когда? Масло. Я тоже не могу передать, но это вот для Алексея с Олегом ничего, а для нас с Мишей это предсмертное какое-то обморочное состояние. Алексей нас кормит вот такой яишенкой. Я вилкой дал мне туда. Миша есть вилки. Такая нежная, с молочком, да? Вкусненько нам сейчас будет. Всем приятного аппетита, кто с нами ест. Всем остальным хорошего дня и отличного настроения. Все уже добрались до яишенки. Кто-то вот, видите, извращается, палочками кушает яишенку. А кто-то вилочкой, как положено. Ну, по голове стола сел. Надо как-то... Положил? Что положил? Соль. Ну, рядом стояла. Я боюсь много набудить, поэтому сыплю чуть-чуть. А мне вот все помидоры попались. От Миши, Не надо яичницу? от Миши и от Олега. Не знаю. Миша не любит, а Олегу нельзя. Поэтому все помидоры у меня. А как вам такая идея вместо помидоров класть болгарский перец? Не. Может, огурцы? Картошку? Сверху. Тыкву. Колбасу. Вот.
лайк. Я за колбасой. На сервис заехали. Машин, правда, дофига здесь. Не знаю, когда нас примут. Но вроде нас по времени сказали приехать. Мы приехали по времени. Тоже здесь вот движок перебирает в соседнем загоне. Не знаю, сколько по времени это понадобится. Сейчас узнаем. Рукола. Рукола. Любите руколу? 2 лиры рукола. Смотрите, какие травы интересные у них. А это вообще, это, смотри, это... Щавель? Нет, это не щавель, это крапива. Крапива. Ага. А вот это, смотри, какая тоже в перемешку. Ее если обдать, 2,5 лиры помидорчики у нас. она сразу перестает жечь. Она, 2,5 лиры помидорчики. 4 лиры. 2 лиры вообще помидоры. Как летом, короче, помидоры. Зеленые. Да? 4 лиры шпинат. 7,5 лиры. Одна капустка, брокколи подорожала. 5 лир стала. Мы по 3 брали. 5 лир свити. Цветуёчки. Чеснок. У меня чеснок кончается, но я не знаю, брать, не брать. 6 лир кабачки. Пойди, надо брать и картошки там, и туда нет. А лужи ты купил или уже кончилось? Эти тыквы продают очищенные в пакетиках. Не знаю, насколько это гигиенично, насколько это нормал. Ну вот так. Вон челек. 25. Ну да. О, реально она классная, смотри. 25 лир килограмм. Bu yarım kilo mu? Evet. Ага. Sağ ol. Yarısını abiye verdik 12,5. Paketi 25 lira. Это 12,5 вот это, полкило. А это кило 25. Kilo değil bu. Зашли в куриный магазин, а здесь разные деньги. Смотрите. Турк лирасы. Эски? 50 he. Bu eski? He? Eski. А, старые турецкие лиры. Sen Rusya'dan. Rus bak. Bu sizin eski para. А, Birleşik Devletler'ken. ага. 250 рублей. Десяточка наша. Прикольно. Такая вот интересная. Çinlere benziyor. He. Корея. Ben seni Çin zannettim. Корея. Ну что, друзья, у нас превосходная погода. Мы уже пришли домой. Совместные закупки удались. Ребята тоже довольные, счастливые. С Настеной и ее супругом Русланом ездили. Смотрите, какое море переливается. Вау, просто супер. Так, техника моя на солнышке. Сейчас я все это дело закрою наполовину балкона. Посмотрите, какое море. Вообще не холодно. Я в тонюсенькой тунике, вот. Упс, видно вам? В тонюсенькой тунике с закатанными руками вообще не холодно. Смотрите, какое море. Красотень, крутотень. Ради такого счастья можно иногда даже холодную воду потерпеть. Не, мы купим шофбен. Шофбен купим, который на кран устанавливается. И на кухне тоже организуем себе холодную воду. Опс. Так, вот так я закрываю наполовину, чтобы техника моя была в тенечке. Опс. Вот так. Так, техника в тенечке. А солнышко все равно заходит, видите, к нам домой. Вот, и я вам хотела снять наши покупки. По-моему, сегодня на своей машине, мы первый раз на своей машине вместе с Алексеем попали на рынок. И, по-моему, мы закупили даже больше, чем мы обычно закупаем с друзьями. Стола не хватило. Ой. Все понаставила друг на дружку. Вот так. Сейчас покажу вам, все по ценам расскажу. Значит, смотрите.
Вот эта цветная капуста, она идеального качества, она вся, видите, закрытая этими листочками. Я специально выбирала закрытую, чтобы открыл, и она свежачок, да. Капусту цветную и брокколи здесь продают штучками, не килограммами, поэтому не имеет значения, как много лишних вот этих вот несъедобных листочков здесь наложено. Я купила самую такую пушистую, самую закрытую. И вот этот вот качан капусты, килограмма эдак на 3, стоит 3 лиры. Так, продолжаем разговор. Отвлекли немножко. Мандарины вы только посмотрите. Они стоят, правда, 5 лир, да, Леш? Недешево, что считается для мандаринов на данный момент времени, да? Самый сезон мандаринов. Но они такие классные, оранжевые, прям вот такие темно-оранжевые. Я купила буквально 2 килограммчика. Черри, посмотрите, какие классные, аппетитные на веточке черри идеального качества. 7 лир за 1 килограмм, представляете? Вот такое количество черри я набрала, детки будут лопать, они любят. Вот такие вот классные, замечательные кабачочки. Кабачки у нас 6 лир за килограмм. Изюм. Изюм хороший, тоже крупный я взяла. 20 лир за килограмм. Вот такой изюм. Буду печь теперь эти кексы, любят мои. Ура, товарищи! Этот, как на День Победы, да? День Победы у тебя сегодня изюм купили? Нет, День Победы, этот, Шойгу что-то, а эти, ура, ура. Брокколи тоже огромный качан, вот такенный, 3 лиры за 1 качан. Вот такое вот аппетитное, супер классное, красивое брокколи, свежайшее. Очень сильно подорожали болгарские перцы, поэтому я буквально килограммчик взяла, 10 лир за килограмм, в 2 раза. Очень такие... мягкие эти хурмушки, поэтому взяли 2 штучки, чтобы сейчас прям съесть. Нате, мойте, ешьте. 10 лир за килограмм. Хурмо. Яблоки 10 лир за 3 килограмма. Лимончики вот такие, как в Ташкенте, тонкошкурые, мягенькие. Стоимость 2,5 лиры за килограмм. Дальше апельсинчики. Тихо, я съемку закончу, потом скажешь. 2 лиры за килограмм апельсинчики, я взяла их на сок. Там по 2,5 были такие крупные, но я взяла на сок, вот такие помельче, ничего страшного, пойдут. Баклажаны подорожали, но зато посмотрите, какого они качества. Они идеальные. Вот такие вот небольшие, смотрите, с мою ладошку баклажанчики, худенькие, 8 лир за килограмм. Дальше на рынке мы купили вот такие вот красивые, миниатюрненькие, тоже с моей ладошкой, даже меньше, огурчики. 9 лир за килограмм. Огурцы, баклажаны сильно подорожали, в 2 раза. Дальше мы купили детям груши. Груши почем? 5 лир за килограмм. Вот такие груши, 5 лир за килограмм. Дальше вот такой огромный лист салата типа романа, да, ромена, как это называется. Ну, напишите, пожалуйста, кто знает. Я вот точно не могу сказать. Знаю, что его используют очень активно. Он пользуется популярностью среди рестораторов. Ромена. Короче, вот такой лист, вот такой пучок вот этого салата. Стоимость 3 лиры. Дальше бананы. Бананы вот такие тоже чок-бизаль. Вот такие супер-пупер крутые. 8 лир за килограмм. Вот это он мне в довесок положил. Вот, открытый. А так целую кисть вот так взяли. 8 лир за килограмм. Очень дорогая стала картошка. Дороже, чем некоторые, чем апельсины, мандарины и помидоры. Ну, вот такая, короче, крутая, хорошая картошка. 5 лир за килограмм. Хорошая такая вся в одежонке, сухая. Почему сухая? Хороший, весь в одежонке, сухой лук. 2,5 лиры за килограмм. С грейпфрут, да? С грейпфрутами получилась немножко накладочка. Сначала мы увидели вот такие вот грейпфруты и купили их по 3 лиры за килограмм. А потом вот такие более желтые грейпфруты.
мы купили за 1 лиру за килограмм. Представляете? 6 рублей за килограмм. Вот. Вот этот пакет 5-килограммовый на 30 рублей. 5 килограмм грейпфрутов 30 рублей. Эти яблочки тоже за 10 лир 3 килограмма. Петрушка. Петрушки тут, смотрите, какие пучки продают. Сейчас я заправлю морковку по-корейски. Ой. Вот такой пучок петрухи. Вот такой вот. 1,5 лиры. Не менее крупный пучок рукколы. Вот такой. 1,5 лиры. Короче, вся зеленуха по 1,5 лиры. Вот такой пучок укропа. Тоже 1,5 лиры. Все по 1,5. Дальше. Все. То, что мы на рынке купили, закончились. Покупки наши. Дальше у нас джигер. Это печень куриная. 14 лир за килограмм. 2 лоточка я купила. Посмотрим, что-нибудь будем делать с нее. Наисвежайший хлебушек в пекарне мы покупаем. 2,5 лиры стал хлеб стоить. Сюда положим. Батон. Один батон 2,5 лиры. Дальше. Слушай, ваши сухари, оказывается, такие дорогие. 7,5. Ребята любят у меня вот такие сухари. Я купила Здесь же больше, чем полкило. 4 семита. Я не знаю. Я купила полкилограмма вот таких сухарей. Это из семитов они делают. 7,5 лир за полкилограмма. И 2 семитика я купила. Это бублик с кунжутом. Очень вкусный. Вот такой вот. 2 лиры за штучку. Вот так, собственно, друзья. Такие покупки мы совершили. Не знаю, на какую сумму, но не так уж и много денег мы потратили. Не могу сказать точно, я не считала. Вот. Кому понравились наши покупки, ставьте пальчики вверх. Алексею понравились. Ну-ка еще раз. Вот, Алексею понравились наши покупки, потому что теперь нас ждет обжираловка. Все как мы, собственно... Придется ходить в магазин какое-то время. Да. Собственно, все как мы любим, друзья. Такие вот дела. Алексей открыл хурму. Смотрите, она какая внутри. Алексей. Олег, а что ты 2 хурмы открыл? Одной не наедаюсь? Сижу на 2 диетах, одной не наедаюсь? Олег, что 2 хурмы открыл? Ну, просто спрашиваю. На всех открыл, поэтому... На всех открыл. Ладно, окей, заметано, засчитано. В общем, Иди бери хурму, кушай. иди бери хурму, кушай, а я сейчас буду все это дело пытаться засунуть в наш немаленький холодильник. Скоро к нам придет еще морозильник. Я буду морозить брокколи. Обязательно буду морозить брокколи, потому что наша подруга Сардись сказала, что дешевое брокколи только сейчас в зимний период. Ну и понятно, мы в летний период тут тоже были, брокколи вообще не было на рынке, да? Я осенью покупала брокколи за 20 лир за килограмм. А сейчас 3 лиры штучка огромного брокколи. Поэтому брокколи я буду морозить тоже. Придет Ноэль Баба, мы так называем морозильную камеру, и буду морозить. А это сейчас буду пытаться засунуть в холодильник.